Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Друзья, скажите мне, кто из вас не любит маринованные грибочки? Наверное, таких нет среди вас. Я тоже их очень люблю, но, к сожалению, лесные грибы мариновать на зиму я боюсь ботулизма. Но есть отличный способ сделать своими руками маринованные грибочки, причем всего за 12 минут. Посмотрите, какие они аппетитные, маленькие, вкусненькие. Это закуска на праздничном столе – беспроигрышный вариант. Давайте покажу, как это делать. Первое, что беру – кастрюлька. У меня небольшая кастрюлька. Делать будем всего одну порцию. Полкилограмма шампиньонов. Приготовим все для маринада. Значит, в кастрюльку я наливаю 250 мл воды. Вот у меня отмерено 250 мл. Выливаем. Далее отправляю в воду 50 грамм сахара, половину столовой ложки соли, 50 миллилитров 9% уксуса, лавровый лист одну штуку, у меня маленький, можно 2, четверть чайной ложки кориандра, пол чайной ложки горчицы в зернах, гвоздичка 3 штучки, примерно пол чайной ложки смеси перцев. Здесь у меня черный перец и душистый. Если у кого-то есть красный перец жгучий хлопьями, можно черный горошком заменить на хлопья красного перца. Тоже будет неплохо. Перемешаю и ставлю на огонь до закипания. Размешиваю до растворения сахар и соль и жду, когда маринад закипит. Маринад закипел. У меня полкилограмма помытых уже шампиньончиков мелких. Нужно их опустить в маринад. Не смотрите, что маринада немного, а шампиньонов много. Они уварятся. Вполне достаточно этого маринада на полкилограмма шампиньонов. Аккуратненько их туда помещаем. Теперь нужно перемешать так, чтобы все шампиньоны оказались в маринаде. Ждем, когда закипит. Шампиньоны с маринадом закипели. Теперь засекаем 10 минут. 10 минут они должны вариться в маринаде. Огонь можно убавить на средний. Смотрите, шампиньончики дали свой сок. Его уже стало много маринада. И они полностью погрузились в жидкость. Вот таким образом они будут вариться. Вот у нас еще осталось 9 минут. В это время нам с вами нужно 3 зубчика чеснока мелко порезать. Именно порезать, а не пропустить через пресс, чтобы были такие вот маленькие кусочки в маринаде. Прошло 10 минут. Посмотрите, как уварились грибочки. Теперь добавляем в маринад порезанный чесночок и 10 миллилитров подсолнечного масла. Перемешаем и варим еще 2 минуты. Все, 2 минуты прошло. Наши грибы готовы. Сейчас нужно закрыть крышкой кастрюльку и отставить в сторону, чтобы грибы остывали. На вот этой стадии можно эти грибы, если у вас большой объем грибов, то на этой стадии можно разлить по стерилизованным баночкам, закатать, либо закрыть винтовой крышкой, и грибы прекрасно будут храниться в шкафчике, то есть не в холодильнике. Заготавливать впрок маринованные шампиньоны я не вижу большого смысла. Всегда можно приготовить небольшую порцию, ровно столько, сколько нужно. Все, друзья, отправляем шампиньоны остывать. Остыли наши грибочки. Посмотрите, какая прелесть. Маленькие, сочные, ароматные, пряные грибочки. По этому рецепту можно приготовить не только шампиньоны. Можно взять и лесные грибы. Единственное, что перед тем, как погружать в маринад, грибы нужно лесные отварить до готовности. Получается тоже очень вкусно. Этот рецепт, он универсальный. Грибочки можно подать такие, какие они приготовились в маринаде. Вот я слегка украсила зеленым луком. Можно порезать
К грибам репчатый лук и залить подсолнечным маслом тоже будет очень вкусно. Лук может быть и синий репчатый, сладкий, и белый. То есть вариаций подачи этих грибочков очень много. Неизменно одно – это вкусно и съедается очень быстро. Я желаю вам, друзья, приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. До сих пор больше половины моих зрителей не подписаны. Ну что ж вы, друзья, я жду, когда вы подпишетесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.